Давай глубже заглянем в графический редактор. В предыдущем видео мы видели, что эта кривая – это просто значение, меняющееся с течением времени, а эти точки контроллера – значение ключевого кадра. У каждого из этих контроллеров есть две ручки, которые можно использовать для изменения способа установки интерполяции. И они работают точно так же, как ручки будут делать всякий раз, когда вы редактируете 3D-кривую в 3D-представлении. У этих векторных ручек другое предустановленное поведение. Мы можем получить к ним доступ, нажав клавишу V или перейдя в опцию Key редактора графического редактора. По умолчанию все клавиши настроены на автоматический зажим. Ты можешь увидеть тип ручки выбранного ключевого кадра на панели FKEY. Когда для ключевого кадра установлено значение AutoClamp, Blender попытается выполнить интерполяцию от одной клавиши к другой максимально плавным способом. Но как только я попытаюсь переместить эту клавишу за пределы предварительного просмотра следующего кадра, ручки станут плоскими. Так что это привязывает значение кривой к текущему ключевому кадру, избегая любого превышения. Если мы переключимся на автоматический режим, у нас будет примерно такое же поведение. Blender попытается сохранить как можно больше интерполяции между предварительным просмотром и следующим кадром, но в этом случае это не позволит избежать превышения. С точки зрения кривой, превышение – это выпуклость в форме кривой, из-за которой значение скачет вверх или вниз. Это не тот тип дескриптора, который я использую так часто, потому что иногда мне кажется, что его поведение немного неожиданное. Как объяснялось ранее, тип ручки по умолчанию установлен на автоматический зажим, но как только я пытаюсь масштабировать ручку или поворачивать их, вы можете видеть, что она переключилась на выровненную. Ориентация в масштабе ручки больше не контролируется Blender, а вами самими, но Blender сохранит предварительный просмотр и следующую ручку выровненными друг с другом. Это позволяет вам сохранить самую плавную интерполяцию кривой, но если я переключу тип дескриптора на свободный, то каждым дескриптором можно будет свободно манипулировать, не заботясь о предварительном просмотре следующего дескриптора, что позволит нам сломать кривую, что во многих случаях может быть очень удобно. Окончательный тип ручки, который мы должны увидеть, это векторный тип ручки. Как только мы его выберем, кривая сломается под странным углом. Каждый угол будет индивидуально указывать на предварительный просмотр следующего ключевого кадра, и как только я попытаюсь манипулировать одним из дескрипторов, он переключится в свободный режим. Это очень полезный тип дескриптора, когда вы хотите быстро создать линейную интерполяцию. Установка последовательного ключевого кадра в вектор создаст линейную интерполяцию. И затем самое классное в векторных дескрипторах то, что всякий раз, когда мы перемещаем ключевой кадр, они всегда будут указывать один на другой. Я часто использую этот тип рукоятки для ударной рамы. Если мы изменим режим интерполяции нашей кривой на постоянный или линейный, мы не получим никакого доступа к ручкам, потому что интерполяция выполнена заранее. Это там, где нет ни интерполяции, ни линейной. Добавление дескрипторов в данном случае не имеет смысла. В предыдущем видео мы видели, что мы можем дважды щелкнуть по каналу, чтобы выбрать кривую, мы можем установить флажок, нажать A, нажать Ctrl-Shift и нажать D после ключевого кадра, чтобы выбрать все предварительные просмотры на следующем ключевом кадре. Если мы нажмем на маленький флажок, это деактивирует текущий канал. Теперь вы можете видеть, что местоположение Z на персонаже больше не анимировано и больше не прыгает, что довольно забавно. Значок гаечного ключа позволяет нам активировать или деактивировать модификатор кривой. Чтобы добавить модификатор кривой, тебе просто нужно выбрать одну контрольную точку кривой, затем зайти в конечную панель и переключиться на модификаторы. Есть много разных модификаторов, давайте просто добавим модификатор шума, чтобы понять, что они делают. Как модификатор моделирования, вы можете использовать их для процедурной генерации нового поведения для вашего элемента. Модификатор шума — это супер круто, чтобы создать дрожание камеры или привнести текстуру в вашу анимацию. Значок блокировки позволит вам заблокировать текущий канал, что сделает невозможным любое дальнейшее изменение, пока вы его не отключите. Увеличительное стекло в левом верхнем углу позволит вам искать конкретные каналы. Это очень удобно, когда вы хотите изолировать канал, такой как Location Channel, без необходимости скрывать все остальное, а затем все отменять. Просто введите то, над чем вы хотите работать, тогда все остальное исчезнет. Вся предыдущая навигация показала, что мы видели, когда изучали временную шкалу того же самого, клавиша Home обрамит все, клавиша DAT в блокноте увеличит выделение.
И ты можешь использовать клавишу P, чтобы установить временный диапазон предварительного просмотра в своей анимации. Alt и P очистится. При работе с кривой мы работаем со значениями, и, к счастью, эти значения могут сильно различаться. Какая-то кривая будет иметь небольшой диапазон значений, в то время как другая кривая может иметь большой диапазон значений. И в этом случае вы можете видеть, как я борюсь, возвращаясь назад и вперед, чтобы выбрать разные значения. Опция нормализации позволяет нам преобразовать этот большой диапазон значений в диапазон, который идет от -1 до единицы. Так что это не меняет значение кривой, это изменило способ отображения значения. Это немного облегчает работу с более высоким диапазоном значений. Если я отключу автоматическое обновление, я могу переместить любое значение за порог -1 и +1. Тогда я добавлю видение измененной кривой, но если я включу его, как только я выйду за пределы -1, кривая не отменит движение, но повторно обновит свою позицию в диапазоне от -1 до +1. Так что, как ты можешь видеть, когда я перемещаю крайнее положение, это действительно сильно меняет форму кривой внутри. Я не использую это так часто, но это будет иметь больше смысла, если ты будешь манипулировать этим. По умолчанию ты увидишь кривую канала преобразования отображаемого анимированного объекта, в данном случае контроллера моего персонажа. Если я скрою все, кроме этих нескольких контроллеров, ты сможешь увидеть, что у меня есть только те, которые перечислены в моем редактировании графика. При активации фильтра выбора только выбранный объект покажет свою кривую анимации. При включении функции «Показывать скрытое» будут показаны абсолютно все доступные каналы управления, независимо от того, скроете вы этот контроллер или нет. Кривые все равно будут отображаться. Только опции «Показывать стрелки» покажут вам кривые или ключевые кадры, которые больше ни к чему не привязаны. Это может произойти когда-нибудь, когда вы удаляете кость в режиме редактирования, и вы не очистили анимацию позже. Это очень специфично, и нам действительно не нужно знать больше об этом прямо сейчас. Опция «Призрачной кривой» покажет вам предыдущую неотредактированную форму кривой. Это то, чем я никогда не пользуюсь, если честно, но это может быть полезно для вас, если вы обнаружите в этом какой-либо интерес. Нажми назад на перечеркнутую кнопку, чтобы избавиться от нее. Я не буду описывать весь эффект меню, так как есть много опций, которые не требуют пояснений. Я считаю, что это круто, если вы работаете сразу над несколькими объектами для дизайна движения, например, и вы хотите очистить свой выбор. Это разные способы, которыми вы можете щелкнуть разными клавишами на сетке. По умолчанию он установлен на ближайший кадр, что означает, что всякий раз, когда вы перемещаете свою клавишу по оси X, она будет привязана прямо к кадру. Это опция, которую я использую в 99% случаев. Если я использую второй шаг, он будет щелкать каждую секунду. Значит, в нашем случае каждые 30 кадров. В опции просмотра в заголовке я могу включить «Показывать секунды». Поскольку мой документ основан на 30 кадрах в секунду, всякий раз, когда я пытаюсь переместить клавишу, вы можете видеть, что это не 30 кадров. Ты видел ранее, что, нажав M, мы можем добавить маркер на временную шкалу. Ты можешь добавить их также в редакторе графиков, потому что редактор графиков — это просто еще одна версия, в некотором смысле, временной шкалы. А если я затем переключусь на привязку к ближайшему маркеру, как только я передвину свою клавишу, она будет привязана к ближайшему маркеру. Наконец, ты можешь избавиться от автоматической привязки, переключившись на отсутствие автоматической привязки. Это может быть полезно в определенном случае, когда вы, например, масштабируете анимацию стены и не хотите, чтобы каждый ключевой кадр привязывался к ближайшему кадру. Но не забывайте, что Blender будет считывать значения на одном кадре, а не между ними. Будь осторожен с этим, потому что значение, считываемое Blender, может отличаться от значения на вашем ключе, это может немного сбить с толку. Как и в 3D Waveport, вы можете использовать разные точки поворота для редактирования вашей кривой. Центр ограничивающей рамки примет самые крайние клавиши, которые вы выбрали, и установит точку поворота прямо посередине. Как и в 3D-представлении, вы можете видеть эту пунктирную линию, показывающую, где находится точка поворота по сравнению с вашим курсором мыши. 2D-курсор, как и 3D-курсор, вы можете поместить его, щелкнув правой кнопкой мыши по сетке. И его положение определяется этими двумя синими линиями, точкой воспроизведения и заданным значением.
С моей выбранной клавишей, если я нажму S и Y для масштабирования по оси Y, ты увидишь, что мои клавиши направлены к горизонтальной синей линии. Это хороший способ установить одно и то же значение для нескольких ключевых кадров одновременно. Индивидуальная исходная точка поворота – это та, которую я использую чаще всего. Каждый ключевой кадр становится независимым, и всякий раз, когда вы масштабируете или поворачиваете, он управляет каждым ключевым кадром отдельно, позволяя вам масштабировать их и манипулировать ими, не перемещая их на временную шкалу. Вращая клавиши с опцией Bounding Box, также перемещай их по временной шкале. Как и в режиме редактирования сетки, ты можешь активировать пропорциональное редактирование. Как только я редактирую один из своих ключевых кадров, я могу видеть высоту падения и, используя колесико мыши, я могу увеличить или уменьшить размер области эффекта. Я не так часто им пользуюсь, но это может быть очень удобно, когда вы имеете дело с высокой плотностью ключевых кадров, таких как запеченная анимация или захват движения. Что касается редактирования сетки, то она поставляется с разными кривыми, которые будут вести себя по-разному всякий раз, когда вы перемещаете свою точку. Ты можешь получить доступ к новой опции отображения на панели просмотра. Независимо от того, хочешь ты показывать боковую панель или нет, ты можешь получить к ней доступ, нажав N. Ты можешь включить поле оператора, которое доступно и в 3D Waveport. Но я не думаю, что это так полезно при редактировании графика. Опция «Показать курсор» скроет или не покажет исходную строку 2D курсора. Ты можешь активировать опцию «Показать ползунки», если хочешь получить доступ к значению ключевого кадра непосредственно на панели каналов. Я никогда им не пользуюсь, но это определенно удобно, если ты хочешь точно настроить свои значения. Ты найдешь другой вариант отображения или не отображения дескрипторов ключевого кадра, но я рекомендую тебе сохранить их отображаемыми. И я также советую тебе отображать только выбранный ключевой кадр в них, иначе твой графический редактор быстро превратится в беспорядок. Подводя итог, мы увидели, что можем изменить тип дескриптора нашей кривой с помощью клавиши V. Мы можем использовать опцию нормализации для отображения широкого диапазона криволинейных значений в диапазоне -1 к 1 значению кривой. Мы можем видеть, что с помощью графического редактора мы можем скрыть или не показывать кривую, деактивировать их, заблокировать их или даже добавить модификаторы. Как и в 3D Viewport, мы можем использовать другую точку поворота и ось ограничения. Мы можем использовать фильтр выбора или быстрый поиск, чтобы упростить наш выбор. Мы можем использовать пропорциональное редактирование, чтобы редактировать несколько ключей одновременно.